Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Сегодня у нас видео снова о сельскохозяйственной технике. И как видите, обзор у нас будет сегодня об стоговозе. О такой технике, которая сено вывозит с полей, то есть целиком, полностью загружает его на себя и вывозит. Скирды, стога, кто как их называет, кто называет вообще зароды. Видео у меня о нем на канале есть, выходило в прошлом году, но выходило оно у меня практически глубокой осенью. И чуть позже, уже ближе к Новому году, мне начали писать комментарии, мол, как, что и тому подобное. То, что некоторые люди видеть видели, некоторые вообще не видели, что так возможно все. Что любому советскому трактору, хоть ЛТЗ, хоть МТЗ, хоть ЮМЗ, вполне можно легко увести сток, там 40 центнеров, 50 центнеров, 60 центнеров, ну и хоть 70 центнеров. Но мы, в принципе, когда готовили сено в стогах, мы ставили сено от 40 центнеров до 60. Самые такие оптимальные и подручные зароды. Ну и перейдем непосредственно к обзору по данному стоговозу. Размером он в плане у нас, ширина у него 4 метра 60 сантиметров. Длина у него 7 метров 50 сантиметров, то есть 7,5 метров. Ширина колеи у него по внутренним сторонам колеса 2 метра 75 сантиметров. Шины здесь от кировской телеги КФ-97. Можно ставить КФ-105. Но у нас они, если придут не в годность, мы постараемся сюда найти многослойные от какой-нибудь иномарки. То, что некоторые люди ставят, и вполне все нормально идет. Также сюда ставят двухскатники, то есть, допустим, от КамАЗа, от заднего ступицы, там, или еще от Зиловские, допустим. Они, то есть, шире становятся, и где-нибудь в таких местностях болотистых, где там сильно проваливаются колеса, они вполне хорошо идут. Но, в принципе, этот хорошо идет. Но вот, допустим, дождливый, если год, то и большой сток, то очень сильно зарезается, речи нет. Тем самым уже тяжелее трактору тащить. При такой ширине колеи в 2 метра 75 сантиметров вы как понимаете, что мы проедем по любым проселочным дорогам. Не страшны нам будут обочины, канавы, колеи. При ремонте дорог сейчас в населенном пункте, в сельской местности, как мы сейчас знаем, дороги очень сильно заужают и сильно высоко поднимают. Поэтому в некоторых местах, если стоговозы очень широкие, их как раньше обычно делали с этой вот стороны колеса, это как минимум было 5 метров, 4,5 вот допустим, да как 5 метров. И часто стоговозы просто ложились на брюхо. И уже совершенно другая техника нужна была, чтобы этот стоговоз стащить с места. Сам стоговоз у нас выполнен из профильной трубы. Когда мы его начинали делать, а делали мы его с Владимиром Семеновичем, с моим отцом, сварили мы его где-то за 1,5 или 2 месяца, по-моему, за 1,5. Вот, варили по осени, я уже не помню, наверное, года 3 или 4 назад. Обратились мы к тому умельцу, он у нас жил в соседнем районе, который делал эти стоговозы. Он сделал их очень много. Вот, в Довольнском районе он, по-моему, жил. Мы когда к нему обратились, мол, так и так, сварите, не сварите, сделаете или нет, он отказал, увы. Так как занимался уже другим делом, уехал, по-моему, в город, что ли, на заработки. Ну и он мне посоветовал, что, говорит, если будете делать сами, постарайтесь найти профильную трубу. Так как, допустим, вот эти вот сгибы, там еще где-то как-то. В общем, удобно, намного лучше работать с профильной трубой, чем с круглой. Вот такой вот итог. Итак, вот всего у нас труб здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 труб, как я уже сказал, 100 на 100 она. Расстояние между трубами 26 сантиметров. Так, ну и здесь вот у нас 20 сантиметров, где установлен вот этот ролик. Вот этот ролик натягивает этот трос. Трос здесь вот у нас на 20 стоит. Это тянет он сталкивающую волокушу.
А вот эти два расстояния у нас тоже поуже. 22 сантиметра. Да, все верно, 22 сантиметра. Вот этот вот сгиб у нас, если отсюда взять, так, в общем, 132 сантиметра. Вот, и начинается сгиб. Вдруг кто, если будет делать из профильной трубы. А здесь вот у нас вот такие вот пяточки сделаны. Вот. То есть сюда земля не залазит, он просто скользит очень хорошо, как на лыжах. Здесь вот тоже как сделано. Упоры. Просто обычная лента железа. Шириной сантиметров 5. Здесь вот тоже как, смотрите, сделано. Два упора в корпус. Тросы вот здесь вот ходят. Вот видите, даже себе эту сделал трос. Ямочку, борозду. Затем вот такие вот шкивы, катушечки. Шириной они у нас 68 сантиметров, внутренняя 65. Труба вот эта вот толстостенная, как сейчас помню, 114 диаметр. Его как раз хватает. Вот этот вот трос у нас 14. Еще стоит здесь с лебедки. Вот с этой вот Зиловской. Он, кстати, еще, по-моему, родной. Вот. И вот пока он накручивает, ну где-то здесь вот он, наверное, заканчивается. Вот, когда накручивается, когда сток шире идет, и вот он складывает. А с этой стороны у нас тросы постоянно почему-то рвались. Ну не то, что постоянно, но тем не менее. Вот, сюда мы поставили 16 сейчас трос. Вот, на эту шкатушку. То же самое, также его хватает здесь вполне. Затем от этих катушек идут вот такие вот карданы. Вот, это в данном случае карданы от автомобиля ЗИЛ грузовой. Вот, все полностью. Затем флянцы здесь выведены в лебедку, в зиловскую. Это стоит лебедка у нас от ЗИЛ 157. Также некоторые ставят от ГАЗ-66 лебедки. Еще лучше ставят от КамАЗа, но она от КамАЗа чуть ли не в 2 раза тяжелее этой уже. Выводил вот эти вот концы нам токарь. Я полностью вот эту вот лебедку от сих до сих разбирал. Там оставался только вал. Увез токарю, и он полностью нам вот делал. Вот эти вот концы выводил. Затем вот эти вот шкивы делал. Вот он как сделан. Здесь так вот, а здесь вот так вот. Здесь вот, считай, что он получается, чуть ли не двойка, вот этот материал. Он с этой стороны выбрал, наверное, там 3-5 миллиметров, чтобы вот эта труба зашла, 114. А там выбрал вал. Валы там у меня стоят от полуосей. Я не помню, от каких, камазовских, что ли, что-то такое. В общем, большие. Так, что они получаются? 5 сантиметров на 50. Здесь, соответственно, все у нас на тавотницах. Вот. По вышине, как видите, он вот так вот смотрит. Это, то есть, ниже, то повыше. И также вот здесь вот угол у нас. Здесь вот побольше. И здесь вот. Я вам даже сейчас расстояние скажу. Начинается вот, в общем, вот, видите, как я меряю. 6 сантиметров. Так, а здесь уже расстояние 22 сантиметра. После чего по центрам здесь меряю 32,5 сантиметра поднято. Так, а здесь, ну, примерно где-то 26. Вот. Затем вот от этого вот бруса, от трубы и до вот этого вот расстояния
Так, даже мало. Вот, 110 сантиметров дышла. Но это уже расстояние, которое труба вот эта вот идет, треугольник. Он начинается ровно от колеса, как только вот оно начинается, и все. После чего здесь стоят у нас вот 3 этих. Раз, два, 3 трубы профильных. То есть мы подняли. Чем сделать больше этот угол наклона, вернее меньше, чтобы они практически прямые были. Вы, как видите, в работе, сейчас увидите, я вам обязательно покажу. Стога, конечно, заходит, но чем он положе будет, тем лучше сток будет заходить. Так, упоры вот эти вот. То же самое, выполненные из швеллера. Один 90 сантиметров. Так, а второй у нас 85 сантиметров. Выполнена она вся симметрично. Вот. Здесь также вот стоит угловой редуктор. В видео я вам покажу, для чего он стоит. Цепочку вот эту вот не обязательно, в принципе, делать. Вот, я начинаю крутить. Здесь начинают крутиться карданы. Они сделаны для того, чтобы вот сейчас, в данный момент, вот видите, появляется отверстие там. После чего берем вот этот вот и шплинтуем. Вот так вот. И у нас начинает лебедка тогда работать, затягивать сток. Затем, после того, как загрузили мы сток, приехали на постоянное его место дислокации, его необходимо будет сгружать. Мы вот эти вот шплинты убираем. Вот здесь место для них, никуда не теряются. Лебедку переключаем. Вот, переключили лебедку здесь вот. Опа. Все. И здесь она начал другой трос наматываться. Трос здесь у нас 20 стоит. И он начинает тянуть вот эту вот сталкивающую волокушу, которая у нас по размерам. Ну, здесь можно брать из головы все. Опа. Сначала она у нас была широкая, 265 сантиметров. Но после чего бывает такое, что она внутрь стога уходит, очень далеко уходит, и не до конца сток стягивает. Поэтому нам пришлось установить вот такую вот трубу, 73, по-моему, что ли, буровая штанга, в общем. И все, сейчас нормально все сталкивает. Вышиной она, елки-палки, труба это самое, 55 сантиметров. И так она у нас 53 сантиметра. В нем у нас бардачок, лежит лом и кардан. Вот сюда вот. Вот это вся приблуда у нас от родной зиловской лебедки. Вот это все полностью. Вот мы единственное сюда вот добавили звездочку. Звездочку мы добавили здесь вот побольше зубьев, здесь поменьше. Ну, чтобы своего рода. Крутится она вообще легко, чуть ли сток не затягивает вручную, но тем не менее. Конечно же не затянешь, но все равно, когда начинаешь крутить, она подтягивает к стогу стоговоз. Ну, вроде бы все рассказал, что хотел. Ничего вроде бы не упустил. Здесь также тоже вот упоры один, там вот дальше второй. Вот как все сделано. Вон тоже стоечки, упоры. От оси просто железо выведено вниз. И вот эти вот два упора друг в друга толкают. Здесь все вот на косыночках
все как можно больше, все усиливали. То, что всякое бывает. Ситуация, я имею в виду. Там вот тоже косынки, вон такие большие. Крылья вот как сделаны. Трубы вот как приварены. Просто уголки лежат, но площадь опоры сварного шва большая. Ну, вроде все рассказал и показал. Теперь давайте поедем, покажем вам, как данный стеговоз работает в деле. Ну и покажем сейчас работу вот этого стеговоза нашего на примере вот этой вот скирды сена, зарода, стога сена, кто как в общем называет. Сейчас вкратце все покажу, расскажу. Снимаем вот эту вот тросовую волокушу, заносим ее с этой стороны. В то время Владимир Семенович заезжает с другой стороны на стоговозе, подъезжает к стогу. И начинает сдавать назад. Вот такая вот светомаскировка у нас из катафоток сделана. Сдает, сдает, сдает. И сейчас своего рода подбивает. Хлопс, подбил. И мы сейчас берем тросы и начинаем распускать по обеим сторонам. Поправь трос. Цепляем с одной стороны вот так вот. И цепляем с другой стороны. Затем берем вот эту веревочку и делаем перекид на ту сторону скирды, так как путь у нас не ближний. И чтобы у нас макушка не слетела, мы делаем вот этот вот перекид. Затем вот такими вот шплинтами стопорим карданы. И сейчас будем натягивать наши тросы. Папик торопится их коробку включать со скрежетом. Так. Опа. Все. Тросы наши натянулись. Берем, поправляем их. Достаем вот такой вот кардан. Также можно сток затащить вот так вот вручную, в принципе. Все. И сейчас включаем вал отбора мощности.
Иди включай. Все, как видите, все начало работать. Тросы помаленечку начали наматываться. А с этой стороны, вот как видите, все сено подобрало. Нижний трос, где ему нужно быть, и верхний то же самое, где ему нужно быть. Вот сейчас смотрим, до какого момента будет идти волокуша под сток. После того, как она становится, сток начнет находить на волокушу. В целях безопасности маленечко уйдем, хоть они и не сильно стреляют. Постепенно, резко такого нету. Они у нас, конечно же, рвались. Не без этого. Все, волокуша встала. Зарод пошел на волокушу, на стоговоз. И сейчас ждем момента того, своего рода маятник, когда у нас сток зайдет на стоговоз, и он вот так вот опустится. Тем самым прижмет заднюю часть трактора. У него увеличится проходимость. А если этого не сделать, стоговоз, наехав на какое-либо препятствие, элементарно даже на кирпич или в какую-нибудь ямку, может сыграть своего рода и трактор даже с дороги скинуть, если будет, допустим, скользко. Я не именно что про сейчас говорю, про такое вот время. Возим мы по снегу, бывает 5-10 сантиметров, а мы возим. Либо гололед бывает тоже, дождь там или еще что-либо, грязь. Ну, стажок небольшой, я бы сказал, центнеров 50 самое большое. Все, видите, помаленечку начинает опускаться. Оп. Но мы его маленечко чуть-чуть подальше сюда протаскиваем, так как у нас сейчас после дождя все, огороды и очень мягкие, сырые, чтобы нагрузка была побольше, чем на трактор. Проехать то дальше, может, в деревья уехать. Зачем? Чтобы утонул. Здесь, что ли? Ну, я тут один раз тоже утонул. Все загрузил, все, у меня утонул. Ну, пока говорим, он и может утонуть. Ну вот и у нас что осталось от зарода. Практически все собрал. Не наберешь даже и навильника. Владимир Семенович немного испугался, так как у нас были проливные затяжные дожди, чтобы здесь не утонуть на стоговозе. Поехал он немного ближе на возвышенность. Сейчас доеду, покажу вам полностью, что мы дальше делаем. Перекид мы крепим вот так вот. Опа!
Здесь зацепили и крючочком. И сейчас с той стороны с помощью углового редуктора мы натянем эту веревку. Давай. Крутится все хорошо, легко. На этом угловом редукторе, по идее, этот должен быть фиксатор, но он сломался. Мы уже такой его взяли и сделали свой. Вот, хлоп, все. Вот в таком вот положении сток поедет к своему постоянному месту дислокации. Ну вот поломка с утра была. Ну молодец, что могу больше сказать. Практически даже и не дымнул. Как Владимир Семенович говорит, где мы, говорит, раньше были? Когда на детухах, на К-700 таскали это сено по зиме. А сейчас какая-то МТЗуха, даже ЛТЗ-55 возит сено. Многие задавали вопросы по поводу, как она передвигается по степи. Ну вот, допустим, здесь сейчас неровности будут. Ну и вот, как видите, в пределах там, допустим, где-то 20, 25, 30 сантиметров концы стоговоза не касаются земли. Ну, бывает, в некоторых местах речи нет, тоже коснется, не без этого. Так что все нормально ведет себя. Вот, видите, маленечко в это попал, чуть-чуть коснулся края. Но это вообще не беда. Были у нас такие случаи, что даже вис у нас стоговоз. Но благодаря, что трактор большой, мощный, он этот стоговоз стягивал. Вон, видите, маленечко коснулось. Но углубление, как-никак, сами видели, какое большое. Но это пыль для него. Возим, конечно же, только в светлое время суток. В ночное дома сидим, спим, отдыхаем. Ну, вот так вот, в общем, происходит вывозка. Огороды отошли. Здесь у нас сколько, наверное, дня 4 дожди шли. Поэтому тяжковато. Ну, грязь хоть не крутит, и то уже хорошо. Задняя часть хорошо у трактора придавлена, так что не сильно буксует. Что еще надо? Все. Освобождаем веревочку в обратной последовательности.
Так, ладно, собирай. Затем освобождаем тросы. Один освободим. А второй что? А второй, ну, туда затягивать, и все, и одевать. Убираем, Разматывался. убираем шплинты. Не надо сильно разматывать. Все, его дергай. Так. Убираем затягивающий трос, волокушу. Приветствую. Чего, Семен, не успеваешь ходить? Да не говори. Переключаем лебедку в это положение, пододвигаем трос. Ну и все. Пошел. С этой стороны вот трос по ролику идет. Все, стажок пошел у нас на постоянное место дислокации. Все легко и просто. Сейчас как сток коснется земли, начнет отталкивать стаговоз. Он уже начал отталкивать. Вот и все. Сейчас сталкивающую волокушу на место с помощью этой же вот лебедочки. Так. Отключаем лебедочку и начинаем крутить. Все не на себе тащить. Вот и все. Едем за следующим. Тросы накинули на место. Ну вот и все. 10 минут разгрузки и за следующим стогом поехали. Ну и какой в итоге можно сделать вывод? На этом стоговозе мы вывозили, наверное, как минимум 4 или 5 лет. До этого тоже мы на стоговозах вывозили, но только не на наших. Этот у нас во владении уже, наверное, 4 или 5 лет точно. Вот.
И также мы в этом году вывозили рулоны сена на вот этих вот 2 телегах. Вывод напрашивается какой? С таговозом намного быстрее. Да не намного, а в 2 раза считай. Рулоны сена пока сложишь, пока их соберешь, пока приедешь потом, ну, раскладывать, конечно, побыстрее, уже не так далеко за ними приходится ездить. А на стоговозе приехал, максимум там 10-15 минут, и он уже на стоговозе, ты уже едешь. Вот. Ну и то же самое также разгружаешь. Ну, вывод-то выводом, но тем не менее мы перешли на рулоны сена. Ну и также стоговоз мы продавать не решили. То, что люди иной раз подходят, кому-то что-то как-то надо вывести, как вы видите сейчас. Ну и все на этом. Будем заканчивать наше видео. Задавайте вопросы, отвечу всем без исключения. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного и много нового. Всем всего доброго и до новых встреч. Ну и, конечно же, не ломайтесь, а работайте на данной технике. Всем всего доброго.